Common Rail, который сейчас везде пихает, применили в первую очередь на Альфе. Блин, вот я не подруливаю, я держу руль в одном положении, и она заходит в это кольцо, она заходит. Рестайлинговые машины более устойчивы к коррозии. По комплектации машина бедная, но и один общий недостаток этих машин — это в рестовой комплектации уже побогаче и поинтересней. 1.8, за это 18 хер. Как знали. По вот этой теме, не обращайте внимания, эта комплектация для себя называется. По-моему, ни на одной машине это кольцо-то не проходил. Мне ходовая очень-очень дорогая. Дерзкий вид, спортивный салон и острая рулежка. Два фанатских автомобиля, два ухоженных, досмотренных, обслуженных. Всем привет, ребят, вы на канале Юра. Сегодня у нас первооткрыватели Альфа Ромео. Еще не было ни одной Альфа Ромео. Писало несколько человек: сними хоть какую-нибудь Альфу. Сегодня две 159-ки, Дорест и Рест. Я думаю, будет интересный автомобиль, особенно фанатам. И заслуга компании — это то, что Common Rail, который сейчас везде пихает, применили в первую очередь на Альфе. В 1997 году на 156-й Альфа Ромео. Поэтому заслуга этой конторы во многом заложено уже тогда, потому что сейчас все любят дизеля, и Common Rail применяется сейчас уже на всех автомобилях. По кузовам были седаны и универсалы. Машины производились с 2006 по 2011 год. И, как правило, такого рестайлинга у автомобиля не было. По сути, в 2008 году был такой мини-рестайлинг, потому что рестайлинг в нашем понимании — это, конечно, изменяется внешность, изменяется двигатель, в ходовой какие-то рычаги по-другому, какие-то изменения. Здесь такого капитально не было. Внешне машину вообще не отличить, что Дорест, что Рест. Но одно важное отличие — то, что рестайлинговые машины более устойчивы к коррозии, чем дорестовые. Дорестовые все гнилые, но наша машина дорестовая, да, она сделана, перекрашена, но она в отличном состоянии, она не рассыпается, как многие доресты, что, понимаешь, капот, на руках чувствуешь уже, как порох этот с нее осыпается, порогов нету, здесь этого нету, потому что машина все равно у фаната, у владельца, который не жалеет денег на обслуживание, и у него они попросту есть, чтобы владеть такой машиной. Doesn't mean much. Doesn't much. И внешне Рест от Дореста вообще не отличить, только если по тормозам. Брэмбо тормоза на рестовых шли постоянно. Но опять же, можно и сюда Брэмбо поставить, и внешне вы вообще не поймете. По вот этой теме, не обращайте внимания, эта комплектация для себя называется. Не было никакого черного пакета с завода, это покрасили для себя, ну, чтобы понто и выглядело. Но в хроме это все выглядит тоже по красоте, и не сказать, что лучше. На вкус и цвет. По состояниям машин в целом два фанатских автомобиля, два ухоженных, досмотренных, обслуженных. Что будет стоять на рынке, гнилье, либо убиты, нельзя сказать, что это машины плохие, потому что все зависит от состояния, от конкретного экземпляра. И один общий недостаток этих машин — это то, что их тупо мало. Их всего 7 штук в продаже у нас стоит, то есть выбирать нечего. Вернее, из того, что есть. И сразу же по ценам от 7 тысяч долларов, там 7200 1.9 дизель стояло, до 11. Вот такие вот цены на эти машины. Но там, где есть минус, там же есть и плюс. Плюс в том, что машин мало, спрос малый, разумеется, вся кузовня дешевая. Самое дорогое — это передний бампер. 100-120 долларов, вот смотрели объявления. Капоты дорогие, потому что они гниют. По дверям там за 30-40 долларов можно найти. Крышки багажника стоят от 40 до 70, там 72, по-моему, было дорого. Так 40, 50, 60, вот эти диапазоны. То есть бампер задний, я думаю, еще дешевле. То есть кузовня дешевая на машины в этом плане. Но Доресты гниют, рестовые уже получше. То есть в плане кузова это сильная черта этого автомобиля, помимо его внешнего вида, который все на форумах хвалят. Читая форумы, изучая информацию по машинам, отзывы владельцев, большинство купило из-за внешнего вида. Как один владелец написал, мне понравилось на форуме: дерзкий вид, спортивный салон и острая рулежка — это три качества, за которых я купил эту машину. Либо уже покупали истинные фанаты, у которых было 156 Альфа Ромео, тоже купили 159, то есть уже идут по нарастающей. Но большинство
Купила именно из-за внешнего вида. И насчет автомобиля, его истории продолжу. Почему же их сняли с производства? В 2011 году оно закрылось. Я думаю, что все же из-за кузова. Потому что в 2006-2007 году была рекордная продажа. Это 65-70 тысяч экземпляров было продано автомобилей. В 2011 году 10 или 15 тысяч, то есть продажи упали резко вниз, и компания приняла решение снять автомобили с производства. А из-за чего? Я все же считаю, что из-за кузова. Что от кузова гнили, быстро информация распространяется. И есть такая вещь, как репутация, которая никуда не девается, как многие тоже автоконцерны и подловились. Тот же ВАК, к примеру, на DSG, на TFSI в свое время получил по голове дубинкой. Тоже и здесь я считаю, что все же из-за кузовов. И потом тяжело уже оправдаться, что Рест якобы более надежен. Но суть в том, что автомобиль все-таки сняли с производства. Переходим к ходовой. Спереди и сзади многорычажка, за счет чего машина очень хорошо, четко держится в дороге. Устойчивость феноменальная у машины, за счет чего она всем нравится на форумах. Но цена ходовой. Нижний рычаг стоит от $250, это низ, ну, чуть меньше, там 200, даже может быть 180, но это дешман, он долго не отходит, и цена пошла наверх. Цена может подняться до 500 даже долларов, 600 за нижний рычаг. Верхний рычаг тоже там 200-250 долларов стоит. Только если под заказ он производит дешевле. Задняя ходовая очень-очень дорогая. И выгоднее тоже взять на разборке с автомобиля с меньшим пробегом, где меньше это все, ну, где нету, грубо говоря, люфтов, и полностью всю заднюю ходовую вместе с подрамником себе тупо засунуть. Потому что ходовая очень дорогая, но она массивная, крепкая и выносливая. Но вот живой пример. У автомобиля 272, по-моему, тысячи километров пробега, задняя ходовая без нареканий. Резину не жрет, то есть внешних факторов никаких нету, люфтов нету в рычагах, не разбита, не расшатана, не разболтана. Вот, пожалуйста, без нареканий. И по рычагам, если это все будете менять, один больше люфтит, один меньше, это выйдет очень дорого. Проще действительно всю ходовую целиком сзади установить, другую от другого экземпляра. По двигателям были 1.75 турбо, но это уже были в конце с 10 по конец 11, потому что 12 год пишут, 12 года машин нет, конец 11. Шли с 5 года, но это тоже большая редкость, в основном 6. Двигатели были вот 1.75 в конце которой, 1.8 бензиновый, 1.9 бензиновый, 2.2 бензин, 3.2 V6. Ну, 3.2 V6 это редкость, это расход, это другие затраты. И в теории V6 он будет тяжелее, разумеется, чем вот рядные четверки. Будет больше нагрузка на переднюю ходовую с точки зрения распределения веса хуже. И в теории у вас быстрее изнашивается, конечно же, ходовая и рулевая рейка. Ну, то есть больше масса, больше всего будет подвержено износу из-за этого. 1.8 у нас 16-клапанный 140-сильный двигатель на этом рестовом прекрасном автомобиле. Не надо смотреть на клапанную крышку, где написано Альфа-Ромео. Как не маскируй, как красивые надписи не делай. 1 хер, это ЭКТ Копелевский, 1.8. За это 18 хер. Как знали, за это 18 хер называет индекс двигателя. Поршень тут 80,5, ход 88,2, степень сжатия 10,5, то есть никаким вторым его поить нельзя. 140 лошадиных сил при 6000 оборотов, 163 крутящего при 3900, с 3900 полкомомента. Разгон до 100 10,4, поэтому сверхураганной динамики, драйва такого вы не получите. Да, но хорошее, бодрое передвижение по городу, достаточно активное, пойдет. На машине можно переезжать спокойно через лежачий полицейский на 2-3 передачи, даже на 3. И из-за низких оборотов его не будет так колбасить. Поэтому преимущество в городском цикле. Ременной привод ГРМ, фазорегуляторы работают за счет электромагнитных клапанов, за счет давления масла. И плавно переходим к проблемам двигателя. Фазорегуляторы ходят. Я на Opel рассказывал, что опелевский двигатель было 2 Астры. Там я подробно рассказывал про 1.8, упоминал. То, что действительно хорошее масло, сейчас ставлю его менять, потому что фазорегуляторы потом начинают звенеть. Звенеть из-за чего? Из-за износа. Почему? Потому что они работают за счет давления масла, связываются с маслом. Если масло дешевое, часто его меняете.
Соответственно, выше трение, выше износ. Выше износ, начинается дизеление на холостых, потом не только на холостых, потом постоянно дизелит, шум и звон. Разумеется, голова изнашивается, меняйте весь этот узел полностью. Так в целом он хорош. Единственное, что не радует, так это расход топлива, потому что 10,7 заявлено, по факту 12. 12 она жрет. Минус еще это теплообменник. Прокладка дубеет, рассыхается от возраста, и охлаждайка начинает смешиваться с маслом. Также прокладка под масляным насосом тоже необходимо поменять. Я думаю, фотки я вставлю. А так, двигатель в целом хорош, неплох, долговечен и надежен, как ни странно, несмотря на то, что Opel. Сцепление здесь родное, здесь также родное еще сцепление стоит. Правда, уже попросит скоро замены, я думаю. Также электроуправляемый термостат. Прекрасно видно, что все хомуты заменены. К этому надо тоже руки приложить. 1,9, 8-клоп, 120 лошадиных сил при 4000 оборотов, 280 крутящего с 2000 оборотов. 82-й поршень, ход его 94. Двигатель отлично длинноходный. И за счет этого вот эта резкость есть у дизеля, потому что я на многих своих обзорах говорил, и многие люди пишут, нафига ты говоришь вообще диаметр поршня и ход его, кому это надо и для чего это вообще? Понимает меньше 10% людей, потому что именно эти физические параметры, кажется фигня, но именно эти физические параметры и дают вам ощущение драйва и динамики, потому что я вот снимал многие автомобили, где дизеля точно такие же мощности. Ну, я сейчас про двухлитровый дизель от VAG и Ford, к примеру. У VAG 81 ход его 95,5, у Ford 84 ход его 88. Мощность одинаковая, разгон до 100 одинаков, но по ощущениям кажется, что просто ураган. Ford больше такой спокойный был именно, потому что там 84-88, разница невелика. Да, он длинноходный получается в математическом соотношении, по факту ощущения не такие. Все равно резкости этой дерганости нет, вот ощущения вот, драйва этого спорта. И чем больше ход, соотношение хода к диаметру, тем острее будет динамика снизу. И действительно автомобиль может дернуться, задрать переднюю часть. Разгон до 100, у него 10,7 заявлено, кажется мало, но для дизеля тяга снизу, когда уже на крутящую выходишь, именно на ходу разгон отличный. По ГРМу степень сжатия 18,5, по ГРМу ременной, по проблемам. Стандартные дизельные проблемы в том плане, что турбина будет изнашиваться, придется когда-то руки приложить. Плохим топливом вы угробите двигатель, хотя двигатель очень хорош, надежен, и его нету таких уже недостатков, плохих мест. Недостаток один, когда вы уже наездите 700-800 тысяч, когда уже все ляжет к чертовой матери, уже износ сам естественный будет, то, конечно, 700-800 я загнул, хотя, в принципе, они находят столько, никуда не денутся. Масло будет жрать, но будет ехать. Сцепление, маховик, сцепление, то есть турбина и хорошее топливо, чтобы не угробить топливную систему. По остальным движкам 1.75 турбо. Очень хороший надежный двигатель. Бодрый, динамичный, резкий. Разумеется, хорошее масло, потому что турбина, гидрики вы положите плохим маслом. И масложора там особо не наблюдается. Конечно, он будет, если вы будете топить на холодную, постоянно в режиме в отсечку ехать, с лаунчей как угодно, то есть вы положите мотор, конечно. А так, никаких претензий нету. По дизелям был 1.9 16 клапаны. По сути, те же самые проблемы. По 2.4 дизелю, 5-цилиндровый, разумеется, 4 цилиндра, 5-й котел к нему прикрепили. Гремит цепь. По ГБЦ есть вопросы. Я всегда говорил о многих своих обзорах на другие автомобили, все равно 5 цилиндров это всегда проблемнее. И так он в целом надежен. 2.4, я не хочу его унизить. 2.4, если вот автомобиль поставить с 2.4, он уйдет, его купят сразу, дизеля раскупят. Этот автомобиль купят с 1.9 его, с 2.4 купят без вопросов. Но если брать 1.9, 2.4, то надежность у 1.9 выше, чем 2.4. 2.4 уже больше косяков. Выше риск, что в любом дизеле от давления плохой охлаждайки может треснуть ГБЦ, но 2.4 это выше вероятность этого. 1.9 и 2.2. Один тот же двигатель с разным объемом. Как они пишут, это доработанный двигатель Opel Z22YH. По-моему, я на Векторе его упоминал вскользь. Двигатель сам по себе
хлопот вам доставляет, ТНВД отказывает, топливная система не крутится уже больше 3, образование нагара, что прямой впрыск, ну уже масложоры и течи всякие, конечно, любому двигателю присущи, особенно с возрастом, там особо такой жесткой не наблюдается темы масложора. По также конструктиву цепь на помпу и на балансировочный вал отдельно нужно менять, многие про которые забывают. И много всяких мелких болячек, которые также присущи этому двигателю. И в целом отзывы очень негативные. На форуме немного отзывов, потому что автомобили не особо массовые, но тем не менее практически каждый указывает, что 2.2 ненадежно плохой мотор. Каждый практически напишет, что 2.2 не радует надежность 2.2, плохой мотор делал то это. Короче, про 2.2 отзывы негативные. 1.75 либо ничего, либо хорошо, как принято. Дизеля все хвалят, дизеля всем нравится. Этот двигатель известен 1.8 по Opel, так что ничего плохого, все с ними прохавано, известно. И, на мой взгляд, вообще все равно нужно покупать бэушный автомобиль с более массовым двигателем. В том плане, даже если он уезженный, его можно заменить их тупо больше по количеству. 1.9 надежный, но 1.9 больше и в продаже больше. Вот 1.9, 2.4 дизеля, 2 автомобиля с 1.8 и всего один был с 1.9 бензином. То есть нужно покупать более массовый автомобиль с более массовым двигателем в производстве. По коробкам 5-ступенчатая механика, 6-ступенчатая механика. И там сцепления родные. Были еще автоматы, вот айсиновский автомат на 2.4 дизель устанавливался. Он хорош, надежен. Робот был, который вроде как надежен, но может неожиданно вам коленца выставить. И на 3.2 устанавливался Quiet. У меня с английским не очень. На 3.2 автомат также устанавливался, но он более редкий, этот двигатель. По сути, с возрастом, с пробегом лучше всего механики. Были еще автомобили переднеприводные, были полноприводные версии с межосевым родным торсоном. Распределение было 57/43. Ну и, конечно, с возрастом, с пробегом, с дерзкой ездой крестовины кардана изнашиваться нужно менять. Но это присуще любому автомобилю с полным приводом. Если внешний автомобиль отличить нельзя, то в салоне уже отличия найдутся до Реста-Треста. Во-первых, все вот эти вставки вот на руле, на двери, на торпеде, все это перешито в кожу, но с завода это шли пластиковые в серебристом цвете. Ну, закос под алюминий, но это пластик был. По самой комплектации автомобиля простой руль. Отличить можно по этим крутелкам. В рейсе по-другому их изобразили, я покажу уже в рейстовой машине. То есть это все бросается в глаза. Подсветка вот всех индикаторов, приборки красная, в рейсе уже белая. И здесь простой велюровый салон. Ткань, ну, я тоже не люблю, как и владелец, кожу. Так что для меня это плюс. Минус то, что задние стеклоподъемники уже на веслах. Нет люка. Нет трехзонного климат-контроля. Простой кондей-мандей. То есть по комплектации машина бедная. Но с другой стороны можно доработать, никто не запрещает. То есть необходимый минимум. Кондей-мандей, да, есть обогревы переднего и заднего стекла. Руль не информативный, но трехспицевой мне очень нравится. Руль пухлый, удобный в обхвате. Управление круизом здесь с левой стороны. Отдельный рычаг, как на моем автомобиле. Мне лично это очень привычно. Сиденье мягкое, с боковой поддержкой. Подлокотник тоже удобный. Не очень глубокий в плане хранения каких-то вещей, но именно с точки зрения расположения просто идеально. Ехать здесь будет сильно комфортно и круто. Но эта машина больше тебе вселяет тоже такого драйва за счет нескучного дизайна. Это все очень круто, классно выглядит, повернуто к тебе, ты как будто за штурвалом самолета сидишь здесь. Сзади, конечно, тесновато, вот в моральном плане меньше простора. Физически вы еще не в тесноте, место есть для переднего сидения. Но в D-классе очень много автомобилей, где сзади еще запас по пространству есть. И здесь уже край, можно так сказать. Над головой место есть. Бедная комплектация, весла, как я уже упомянул. И здесь две ниши для каких-то ваших вещей. В рестовой здесь уже обдувы расположены. В более дорогих комплектациях здесь расположен блок управления климат-контролем. Трехзонный климат-контроль. Здесь вы можете выставить температуру. Ну, пепельница. Так, сиденье мягкое, да, удобное, но нету
Ниши для перевозки дальномеров, нету подлокотника, то есть в этом плане в комфорте вы обделены. Да, бедноватая комплектация у этой машины. В рестовой комплектация уже побогаче и поинтересней. Бежевый кожаный салон, да, он быстрее пачкается, нужно тщательнее за ним следить, но выглядит это всегда шикарно, это всегда ценилось. Как я уже сказал, до рестовой это все уже из алюминиевой вставки. Комплектация побогаче, на руле уже управление телефоном, громкостью телефона, поднять, положить трубку, управления звуком на аудиосистеме, пункт бортового меню. Уже в этом плане попрактичнее, поудобнее. По климат-контролю, как я также упомянул, там крутелки, сразу бросаются в глаза, здесь уже сам дизайн другой, но здесь климат-контроль. А так, все на своих обычных местах, как и в том автомобиле. Единственное, что уже все 4 электростеклоподъемники, это плюс, есть подогревы передних сидений. И внешне автомобиль уже под TI сделан. TI это максимально крутая комплектация. Здесь от TI диски, зеркала у TI, пороги еще не TI-евские, не вставки эти. И плюс салон сам. В TI уже подушка-то регулировалась на сидухе. Черный с красными полосами, другой руль более агрессивный. Ну, это уже максимально это талон компании, как у любого другого концерна, у Audi там RS-ка, S-ка, RS-ка, у BMW M, там, у Mercedes AMG то же самое здесь TI был. Ну и в планах есть переделать салон под TI, но пока что только в планах. Есть люк, это тоже очень круто, многих это отталкивает, что люк течет, да ну его нафиг. У меня машина в владении с люком, люк не течет, все в порядке, просто нужно тоже следить за состоянием всех резинок, уплотнителей, смазывать нормально, и в минус 20-30, когда там лед, не надо пытаться его открыть и убедиться в его работоспособности. Конечно, это уплотнителем на пользу не идет. По пространству то же самое, но есть подлокотник широкий, удобный, с нишей под аптечку, есть обдувы задних пассажиров. А так, да, тесновато, но пока еще морально, физически еще не в тесноте, но более рослый пассажир, конечно, упрется в сиденье, ему будет дискомфортно здесь. Принято считать, что 8-клапанный атмосферник, вот, бензиновый или дизельный, всегда бодрее, резче на низах, чем 16-клоп. Но сейчас я тронулся на машине, несмотря на то, что от 16-клоп атмосферный 1.8 достаточно бодро тронулся, как на турбине, на дизеле, на холостых. Тронулся, поехал, не надо подгазовывать. И 19-е катки картины не портят. Но, конечно же, на 19-х катках машина будет еще жестче. Она и так не отличается повышенным комфортом, достаточно жестко, потому что она для устойчивости именно создана. Opel, если взять, то Opel будет помягче, конечно, покомфортнее на трассе. Но здесь для устойчивости, для управляемости, именно для этого автомобиль создавался. По разгону, да, сверхураганной динамики нету, я уже жду. Я уже начал ждать, когда уже стрелка пойдет наверх. Потому что уже привычно то, что многие машины до сотни уже берут в эту горку. Сейчас 120, 130. Не сказать, что овощ. Да, 10,4 разгон достаточно скромный, но управляемость идеальная. Я руль чуть-чуть в сторону увел, я уже в левой полосе. И на кольце, на кольце держу руль в одном положении, на полностью траекторию повторяет. Действительно, устойчивость классная у машины. По-моему, ни на одной машине это кольцо-то не проходил. Вот я держу в одном положении, не подруливая, она полностью повторяет всю траекторию. Действительно классная черта автомобиля. Здесь кайф. Вот многие любят гнать на прямой и кричать: как она прет, как она прет. Но истинное удовольствие вот именно в повороты заходить по кольцу, не снижая скорости. Вот в чем истинное наслаждение. Разгон до 100, разгон до 200. Да, вот я разогнался сейчас до 140, иду, что дальше? Весь кайф именно в управляемости автомобиля. Да, и именно вот на форумах все хвалили это. По шумке, да, шумы я слышу. Шумка здесь посредственная. Многие тоже кричали, писали на форумах, что шумка — это негативная черта этого автомобиля. Да, это не его сильная сторона. Тормоза отличные. Тормоза отличные. Динамикой вас больше 2.4 порадует. Но управляемость все равно, это фирменная черта этой машины. И ходовая, да, дорогая, всегда денег жалко, но здесь ты понимаешь, за что ты эти деньги отдаешь. Не хочу нахваливать машину, но ни одна машина так кольцо не проходила это. Вот 60-70 как зашел, так и вышел с кольца. Действительно, на одном дыхании.
Ну вот мы в дизеле, сейчас посмотрим, как себя дизель ведет. Сцепления родные у обоих автомобилей, поэтому немного, да, туговато. Но это вас и радует, то, что еще не пришлось это делать, не пришлось менять, потому что сейчас многие в комментах, я чувствую, начнут орать то, что то дорогое, это дорогое, и их мало в продаже, да ну нафиг такую машину. Но в плане надежности не сказать, что это все плохое и ненадежное, и что все сыплется, так не скажешь. По динамике этот дизель разгоняется медленнее, чем бензин от 1.8 по цифрам, по заводским параметрам. Конечно, уже все зависит от конкретной машины, состояния. Но по ощущениям он гораздо, ну не то чтобы гораздо уже там, но он быстрее по ощущениям. Несмотря на то, что разная мощность, тут 120, там 140 на бензине. Ну и бензин-дизель не надо сравнивать по лошадиным силам. Фишка дизеля в крутящем. Но здесь вот до 140-150 я быстрее положил, более уверенно, быстрее. Там машина вяленькая, да, более вяло она разгоняется, набирает скорость. Здесь повеселее. Но их объединяет агрессивный, бодрый, дерзкий внешний вид. И вот это, конечно, крутая управляемость. Опять же, как здесь. Блин, вот я не подруливаю, я держу руль в одном положении, и она заходит в это кольцо. Она заходит, я не подруливаю. На других автомобилях даже тоже с многорычажной подвеской все равно заезжаю, где-то доруливаю, где-то скидываю. Я постоянно рулем играюсь. Здесь я рулем не играюсь. Здесь я руль держу в одном положении. Конечно, управляемость, блин, это... И бесспорно можно сказать, что эти автомобили недооценены у нас. Ну и не такие они у нас массовые, конечно, в связи с этим. Но дизель бодрый, веселый. Многие писали, что 120-сильный дизель маловат для такой массы автомобиля. Но опять же, если у вас куча барахла в багажнике, если вы постоянно едете вчетвером, да, там может маловато. Я еду сейчас один. До 140... Не сказать, что прямо ураганная динамика, но набирает он достаточно быстро и уверенно. И я, ну, нет такой моральной задержки нету. Я так не жду уже морально. Ну, когда. Достаточно все бодро происходит, быстро я успеваю только щелкать передачи. И нет задержек. И есть уверенность. Я начинаю топить, машина берет скорость, тоже достаточно быстро и уверенно. То есть какой-то маневр резкий сделать, перестроиться, там кого-то обогнать. Всякое бывает в городе, нужно там на зеленый вот успеть газануть. То есть есть уверенность в машине, и ты в ней не сомневаешься. И это тоже крепкий плюс, потому что там машину действительно тоже 19-е катки тормозили, тоже нельзя так однозначно сказать. Но здесь именно в плане вот динамики больше уверенности, больше веры машине. Ну и, конечно, машины жестковаты, они не для комфорта, они больше для устойчивости. И опять же, вот как кольцо машина проходила, просто идеально. Вот для этого. Если нужен комфорт, нужно что-то другое. По итогу, отличные дерзкие автомобили, которые подарят вам кайф на дороге своей устойчивостью, управляемостью, резкостью. Но, опять же, как и другие, имеют свои недостатки. Для кого-то будет недостаток дороговизна ходовой, минус то, что их тупо мало, меньше выбор, и нужно деньги вкладывать в машину, чтобы доводить до ума. Это естественно. Если вы фанат, то эти автомобили просто бесценны, они живые, идеальные. Если вы простой автомобилист, то вас, конечно, будет смущать и отталкивать дороговизна ходовой. Порадует, разумеется, цены низкие на кузовные элементы, но низкий выбор. Мало просто машин в продаже. И для обычной повседневной езды вам больше подойдет Солярис, либо что-либо подобное. И вам не стоит на это заморачиваться. То есть, подходит она вам или нет, это уже решать именно вам. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, расскажите о нас друзьям. Не забывайте про колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и вовремя получать оповещения. Подписывайтесь в телегу, там такой дружеский чат, общаемся на разные темы. Я надеюсь, вам понравится. Счастливо, увидимся.